Всем привет, меня зовут Юлия Гендина, вы находитесь на моем канале, который посвящен интерьерному вязанию. В этом видео мы с вами поговорим про цвет, как вы уже поняли по этой картинке прекрасной. Это я попыталась сложить цветок из мотков пряжи. Итак, мы будем говорить про цвет пряжи. Как вы знаете, я занимаюсь в основном интерьерным вязанием, это вязание предметов декора для дома. Поэтому к выбору цвета для этих самых предметов я подхожу некоторым особенным образом. Если бы я вязала одежду, если бы я часто вязала носки или шапки, я бы выбирала цвета по-другому. Но если я вяжу для дома и предполагаю, что эти вещи потом будут гармонично вписываться в интерьер, или я, например, буду дарить их своим друзьям, то мне бы хотелось, чтобы цвета, из которых я буду вязать, хорошо вписывались в этот самый интерьер. Так вот, в этом видео я хочу вам рассказать, как я эти цвета выбираю и дать вам рекомендации. Сразу хочу сказать, что это, конечно, все вкусовщина, это очень субъективно, это мои пристрастия, это мои лайфхаки, это мои шпаргалки по выбору цвета. У вас могут быть совершенно другие пристрастия цветовые, вам могут нравиться совершенно другие сочетания цветов. Конечно, мы за каждым из нас оставляем право на собственный выбор. Но если вам нужен какой-то ориентир, если вам нравится, как подбираю цвета я, то это видео вам поможет в магазине быстрее совершать покупки и осознаннее. Итак, вот эти вот мотки, которые вы сейчас видите, это то, что я принесла с собой недавно из пряжного магазина. Сейчас я вам расскажу, почему именно эти цвета я выбирала и как я их подбирала. Ну, как вы знаете, когда мы приходим в пряжный магазин, перед нами несколько разных видов пряжи, много-много цветов, мы сразу раскрываем глаза и утопаем в этом богатстве. А дальше наступает вопрос, а какие все-таки цвета взять, какие из них хорошо друг с другом сочетаются. Так вот, я всегда беру эти цвета точно, если их вижу. Давайте рассмотрим каждый из них в отдельности, и вы поймете, почему именно так. Начнем вот с этого цвета. Почему я всегда беру горчичный? Это именно горчица. То есть это не желтый, не лимонный, да, а именно не оранжевый, именно горчица. Если я вижу хорошую горчицу, я всегда ее беру, потому что она очень хорошо сочетается сразу с несколькими цветами, и она очень хорошо смотрится в интерьере. С горчицей важно только понимать, что она должна быть действительно хорошей. Что значит хорошей? Она должна быть похожа на мустард. Она должна быть похожа на советскую вот эту горчицу в банке. Да? То есть в ней должно быть меньше желтизны и больше такого вот благородства горчичного. Поэтому, если я вижу в линейке пряжи, которая мне нравится, такой цвет, я всегда его беру. С чем я его сочетаю? Он отлично сочетается с темно-серым. Может быть, он у вас через камеру передается вот этот темно-серый, как синеватый какой-то, но нет. Это классический темно-серый. Он отлично сочетается с светло-серым, он отлично сочетается с белым, отлично сочетается с любым светлым оттенком, вот там молочным. Он очень хорошо сочетается с коричневым. Он очень хорошо сочетается с черным. Он, в общем-то, ложится с синим, да, но об этом мы поговорим чуть позже. Все-таки они два слишком контрастных для меня цвета. В общем, по меньшей мере 4 сочетания я с горчицей очень люблю. Повторю, темно-серый, со светло-серым тоже, коричневый и оттенки светлого, белый или молочный. Поэтому горчица всегда в моем наборе, универсальный хороший цвет. Дальше я всегда смотрю по палитре, что там с синими цветами. С синими цветами обычно бывает все не очень хорошо. В этот раз мне более-менее повезло, я нашла в синей палитре два вот таких хороших цвета. Один темно-синий. С темно-синим я всегда поступаю очень аккуратно. Редко, когда можно увидеть очень хороший, глубокий темно-синий цвет без вот этих вот искусственных красителей, которые прям бьют в глаза. Вот опять же, на камере я сейчас вижу, что он поярче, чем в жизни, он на самом деле приглушеннее. Это глубокий, темно-синий. Ну, я не знаю, с чем его сейчас сравнить, но вот когда вы смотрите в море, глубоко-глубоко, вот такой он. Чем он хорош? Он не сильно на себя оттягивает внимание. С любым контрастным сочетанием он будет хорошо смотреться. Он не будет таким, знаете, ярким цветовым пятном в интерьере. Благородство. Вот этот цвет тоже благородный. С темно-серым я его обычно не сочетаю, потому что он немножко теряется. Я подбираю к нему просто светлый какой-нибудь оттенок. В идеале молочный, да, но именно молочный, не белый.
потому что в сочетании с белым слишком получается большой контраст, и слишком это уже похоже на детскую комнату, в которой мальчик или девочка очень любит что-то морское. И при таком сочетании уже кажется, что нужно вывязывать обязательно какой-нибудь якорек или кита. Поэтому к такому темно-синему цвету я обычно беру молочный цвет, и прекрасное сочетание тоже, опять же, на все времена. Второй в синей линейке мне понравился вот этот цвет, он чуть поярче. Это уже скорее к, наверное, петроль, но петроль обычно потемнее чуть-чуть. Мне понравился этот цвет, я решила, что пусть он будет. Был бы он петролью, то есть был бы он чуть потемнее, вообще цены бы ему не было. Но обратите внимание, что он не голубой все-таки. Опять же, камера вам, может быть, показывает, что он поярче, но нет, он не голубой, он ближе к петроле. А если захочется поднять себе настроение, я его соединю с горчицей. Не с желтым, опять же, да, а с горчицей. То есть был бы здесь ярко-голубой и ярко-желтый, да, вместо вот этого синего и этого горчичного, было бы сочетание для меня совершенно неприемлемое в интерьерном вязании. А поскольку этот поблагороднее, а это горчица, то вместе они смотрятся уже гораздо лучше. Ну, а особенно если я добавлю к ним еще молочный, то будет совсем хорошо. При тройном сочетании цветов я обычно смотрю все-таки, чтобы одного цвета из этих трех было больше, чтобы они неравномерно распределялись по полотну, а все-таки один оставался фоном. И тогда этот один немножко сглаживает такой трехцветный контраст. Вот в данном случае, например, я бы предпочла синим сделать основным, и на его фоне иногда пускать сочетание молочного и горчицы. Больше синего мне вот в этой палитре, из синей палитры ничто не привлекло. Я вам дальше уже покажу, какие у меня еще есть оттенки, которые у меня были дома, и мы с вами сравним, и вы поймете лучше, почему именно такой синий, а не другой. Так, что еще? Конечно, я всегда в палитре пряжи смотрю на серые цвета, на серые оттенки. Если я вижу темно-серый, светло-серый, всегда их беру, потому что это база. Они всегда пригодятся. Ну, вот этот классический темно-серый. Его можно сочетать с чем угодно. В моей палитре он сочетается буквально со всем, ну, пожалуй, кроме синих оттенков, кроме коричневого, да. Ну, беспроигрышное, как вы понимаете, сочетание с молочным, с белым, если хочется большего контраста, естественно, с горчицей. Его всегда хорошо добавлять третьим компаньоном, например, если какое-то многоцветное вязание. В общем, у каждой хозяйки серый должен быть. Дальше я смотрю обычно на темные оттенки, я выбираю черный всегда, просто в данном случае в этой палитре не было черного совсем. Если он есть, прям настоящий черный цвет, я тоже всегда беру, пригодится. Для чего? Черный обычно хорошо выглядит в центровой мозаике, когда нужно сделать вот такие вот четкие границы, отделить один центровой узор от другого. И поскольку черный отлично сочетается с любым цветом и дает те самые четкие границы, то я всегда его использую. Кроме того, я иногда экспериментирую в черном как основным цветом с компаньоном. Я дальше вам в этом видео покажу такой пример. В общем, черный всегда беру, в данном случае не было, посмотрела на коричневый цвет. Тоже коричневые бывают очень разные. С коричневым я обращаюсь всегда очень аккуратно, потому что вот те пары, которые я пробовала вместе с ним в качестве компаньона, мне как-то все время казалось, что он настолько заглушает своего компаньона, что выглядит потом это все слишком скучно. Уж казалось бы, на что я любитель приглушенных оттенков, но все-таки с коричневым я поступаю аккуратно. Этот взяла, потому что очень люблю вот это сочетание с горчицей. Да, вот с молочным мне как-то скучновато, хотя тоже считается вполне классическим. Но очень люблю с горчицей, и вот если третьим как раз к ним компаньоном молочный, то отлично было бы. Больше я коричневый как-то ни с кем не компоную, потому что, ну, с синими оттенками, серыми он потеряется, а других в этой палитре, которые мне понравилось, не было. Ну и, конечно, всегда смотрю на светлые оттенки. Чисто белый я беру очень редко. Я взяла, вот признаюсь вам, вот этот белый только для вас, чтобы показать разницу, чем отличается и чем он для меня так нехорош. С одной стороны, белый беспроигрышный вариант, он сочетается с любым цветом, особенно в мозаике или в жаккарде, где хорошо бы иметь контраст между цветами, это палочка-выручалочка. Он отлично смотрится в центровой мозаике, да где угодно. В чем проблема для меня с белым цветом? Он очень сильно привлекает на себя внимание, очень сильно оттягивает, очень сильно контрастирует. Иногда
создается из-за него такое прям слишком цветовое пятно, мне это не нужно. То есть, конечно, все эти сочетания, да, но уж слишком он дает вот эту вот ненужную мне яркость. Поэтому белый, условно, там 1-2 мотка у меня всегда есть, но в работе, в больших проектах я всегда использую оттенки белого. Молочные, кофейные, чуть потемнее, чуть посветлее. Вот здесь видна разница. Потому что эти оттенки, они хоть и дают тот самый светлый фон, да, на котором мы вывязываем узоры, но они не слишком его, не таким контрастным его делают, как нужно, не перебарщивают. И поэтому предмет интерьера получается очень сдержанным, лаконичным и гармоничным. Ну и, конечно, сочетание со всеми цветами. То есть получается у нас что? Что я из магазина принесла вот эти вот 7 мотков, на самом деле 8, я взяла 2 молочных. Если я какой-то цвет вижу хороший, который я потом не найду, и я знаю про него, что он мне часто пригождается, конечно, я беру несколько мотков. Но вот будем считать, что я взяла вот эти 7 цветов. Еще и почему? Потому что они друг с другом все отлично сочетаются. Это тоже очень важно. То есть я никогда не беру просто цвета, потому что они мне сами по себе нравятся. Я беру набор всегда таким образом, чтобы они друг с другом хорошо сочетались. Вы спросите меня, а где же зеленые оттенки, а где же красные оттенки? Сейчас я вам покажу, что бывает с зелеными и с красными оттенками. В этом магазине, в этой палитре цветов я и из зеленой линейки, и из красной не нашла ни одного подходящего мне оттенка. Почему? Либо слишком яркие, либо слишком ненатуральные, либо я не понимала, с чем их буду сочетать. Не стала брать. Сейчас я вам покажу, что у меня есть дома из этих оттенков, и объясню, почему что-то мне нравится в этих оттенках, а что-то не очень. Вот смотрите, хочу вам показать на примере этого моего нового проекта линейку красных цветов. Это комбо-квадрат. Если вы являетесь моим подписчиком в ВК Донат или на Бусти, то вы знаете, что это такое. Там я выложила для вас полную схему. А если вы не мой донат, то подождите немного, когда я довяжу, и мы с вами вместе уже будем вязать. Итак, этот проект я вяжу из пряжи Дундага, которая известна своими цветовыми переходами. И как раз мы сейчас здесь посмотрим эти цветовые переходы от коричневого, центрального, вот он, и постепенно он переходит в темно-бордовый, потом светлее и заканчивается таким уже ягодным. Сам моток у меня выглядит вот так. То есть вот тут видно как раз оттенки коричневого, и темно-бордового, ну, светлый вот где-то здесь в глубине. Какие обычно цвета в этой линейке я предпочитаю? Вот я предпочитаю как раз вот эти вот темно-винные такие, темно-бордовые оттенки, вот такие вот. Почему? Потому что они как раз-таки не оттягивают на себя слишком много внимания. Чем плохо для меня вот такой ягодный? Вот, пожалуйста, ягодный на фоне такого натурального, грязного, молочного, все прекрасно. Но по мне сложно будет такую подушку или такой плед потом действительно удачно, гармонично вписать в интерьер. Не везде это будет уместно. А с темно-красным будет проще сильно, потому что при каком-то освещении он даст более темный оттенок, при каком-то будут выявлены эти его винные нотки, и будет он более универсальный для меня. Вот, наверное, в чем ответ. Вот, чем темнее, тем универсальнее. Хотя здесь, в данном случае, мне вот эти вот ягодные оттенки красного тоже очень в строку, но просто потому, что это градиентно окрашенная пряжа. Да, у нее переходы цветов, мне очень это на руку. В данном случае в центровой мозаике это очень хорошо играет. Тем более, что потом эти цвета в мотке начнут повторяться, и у меня еще будет такая полоска дальше потом этого ягодного цвета, и будет все хорошо. Но хотела бы я, чтобы целиком весь этот квадрат был связан одной парой цветов, ягодного и молочного. Нет, не хотела бы. Все-таки немножко благородства для меня бы потерялось. Это что касается красных оттенков. Теперь давайте посмотрим на другие цвета, которые у меня есть и которые меня как раз тем или иным моментом напрягают. Давайте теперь рассмотрим вот этот пример. Это я вяжу круговой мозаикой, как вяжу. Связала половину и больше не хочу вязать. Давно у меня уже лежит, вот она в такой стадии. Почему? С одной стороны, пара контрастных цветов, рисунок виден отлично, все хорошо. Каждый по себе цвет меня устраивает. Я люблю такие вот травяные, да, хотя сейчас я вам покажу для сравнения другой травяной.
вот такой. Я бы сказала, что вот этот травяной мне больше нравится. Он больше для меня натуральный. Он больше подходит уже к действительно такому темному сену. Да? Этот под него косит, под травяной более натуральный цвет. Если бы я не видела этот, то, разумеется, я бы купила вот такой, что я и сделала. Сам по себе он меня очень устраивал. Второй. Ну, можно сказать, что это рыжий, но он темно-рыжий, то есть он не оранжевый. Это не кирпич. Кирпич чуть-чуть потемнее был бы, но вполне себе хороший, не морковный, то есть не ярко-оранжевый. Нормальный, благородный цвет. И вот я их соединила вместе. Это как раз тот случай, когда каждый по себе мне подходит. Я бы их купила, просто потому что это хороший рыжий, а это хороший травяной. Но вот они соединились вместе. Казалось бы, очень все хорошо. Почему же в полотне они мне не нравятся? Ответ прост. Потому что в паре они дали слишком яркий контраст. Чуть-чуть бы потемнее, вот чуть-чуть был бы вот он таким зеленым, было бы уже гораздо лучше. Потому что такой темный травяной немножко бы приглушил вот этот вот цвет. И было бы получше, поспокойнее. В таком виде они слишком оба самостоятельные, слишком главенствуют друг над другом. И получилась вот такая картина. Повторю, рисунок графичен, контраст есть, все хорошо, но по мне слишком ярко. Вот как раз тот случай, когда по отдельности хорошо, а вместе по мне не очень. Перейдем к следующему примеру. Этот квадрат, я думаю, вы знаете, простой, эффектный, он был в моей первой книге про нескучный плед, очень клевый мозаичный квадрат. Но дело не в этом. Здесь два цвета, черный и розовый. Я никогда не беру розовый цвет, даже если это какая-нибудь пыльная роза, как здесь. Вот здесь он приглушенный, такая вот пыльная роза. Я не беру, потому что ни в каком сочетании он мне не близок. Кроме черного. Вот это тот случай, когда с черным мне понравилось. Почему? Опять же, потому что черный немножко возвращает вот эту вот розовый оттенок, немножко возвращает в спокойное русло. Немножко его приглушает, немножко делает его построже. Но опять же, обратите внимание, это не ярко-розовый, это там никакая не фуксия. Это приглушенный очень. Ну, пудровый он называется, еще пыльная роза. Только с черным я его использую. Хотя можно было бы еще использовать, например, с коричневым, но с очень темно-коричневым. А если бы у меня пряжа была похожей толщины коричневого цвета, та все-таки чуть потолще, я бы попробовала. Наверное, вот еще одно сочетание, которое мне было бы близко. В других случаях нет. Розовый я не беру, поэтому, в общем, розовый – это единственный вот у меня клубок, который есть. И в данном случае, да, мне понравилось, хорошо смотрится. Но больше, к сожалению, никак. А теперь хочу вам наглядно показать разницу в цветах в одной линейке. Просто, чтобы вы поняли, почему я так упираю на вот эту вот натуральность цвета и ненатуральность цвета. Вот смотрите, например, это та пряжа, которая у меня сейчас просто есть на руках дома. Да? Вот у меня синяя линейка. Вот эти два цвета я купила, да, это вот темно-синий и такой, ну, тоже синий, недопетроль. А вот у меня есть еще один синий. И чем он мне не нравится, непонятно. Он вроде не голубой, тоже синий. Но видите, какая разница даже вот с этим? Слишком он яркий для меня, слишком светлый. Хотя, повторю, это не голубой. Когда я начну его сочетать с чем-то, ну, казалось бы, вот, пожалуйста, с белым. Но такое немножко простое сочетание, такое детское больше, да? Ну, вот с молочным уже вроде бы ничего. У меня был образец вот в таком сочетании, да? Это такой, может быть, уже кофейный. Но все равно чего-то этому цвету не хватает. Так вот, для меня не хватает именно глубины. Да? Вот такой или лучше вот такой. Вот еще вам пример зеленого. Вот смотрите. Вот у меня зеленые оттенки. Этот был заявлен как травяной, этот травяной и даже этот травяной. Но теперь давайте посмотрим на них внимательно. Это настоящий темный травяной, такой как сено. Вот этот все-таки посветлее и поярче. Для меня выигрывает вот этот. А вот этот очень ненатуральный для меня. Очень, может быть, сам по себе красивый, но совсем не натуральный. Поэтому из этих трех я выберу вот этот. Или этот, но с очень темным компаньоном. Серые цвета. Вот смотрите, у меня есть темно-серый,
есть серый посветлее и еще посветлее. Все они мне подходят, я предпочитаю их всех иметь у себя дома, потому что для разных целей, при сочетании с разной контрастности компаньонами, они мне пригодятся. Но давайте поближе посмотрим, да? То есть вот такой, например, светло-серый с белым я уже не буду сочетать. Хотя контраст есть, но все-таки я бы предпочла взять чуть более темный оттенок. Такой светло-серый с молочным тоже не хочу. Для меня будет мало контраста. С молочным я лучше буду сочетать темно-серый. Ну, или такой вот средней серости, да. Какой-нибудь еще, например, светло-серый с такой горчицей я бы стала сочетать, достаточно контраста. А вот темно-серый с такой горчицей, мне кажется, может быть, уже и не стало бы. Слишком темные оба. То есть, если у вас есть возможность расширить максимально оттенку серых цветов и светлых, то любые практические задачи вам будут по плечу. Ну и заканчивая как раз светлыми цветами, тоже для вашего понимания. Вот смотрите. Все светлые оттенки. Это ярко-белоснежный, да, который мы с вами обсуждали. Эти какие-то вот молочные. Но при этом это чистый молочный. Это, как я говорю, более натуральный, грязный молочный. Видите разницу? Этот более рустикальный. Вот такой я люблю больше. Но, конечно, такой найти сложнее. Вот это дундага в данном случае, да, это классическая пряжа, не шерстяная. Соответственно, этот цвет натуральнее, смотреться будет гармоничнее. Этот цвет, да, пусть не так натурально смотрится, но все-таки он не ярко-белый, поэтому тоже я его держу у себя в коллекции. А вот есть еще вот такой вот, ну, будем считать, что это там кофейный, да, ну, тоже ничего, но он стоит на перепутье, он то ли уже к серым оттенкам, то ли к молочным оттенкам. Держу его, но не держусь за него, да, то есть он у меня не в приоритете, ну, есть и есть. В приоритете у меня вот такие вот молочные оттенки. Ну вот, надеюсь, что я вам хоть немножко помогла с цветами. Еще раз подчеркну, что это все, конечно, мой субъективный выбор. Это абсолютная вкусовщина. Если вы любите фуксию, любите эту фуксию сочетать, там, не знаю, с зеленым цветом, никто вас от этого не остановит. Более того, есть самые неожиданные цветовые сочетания, которые гармонично смотрятся, от них не болит голова, и их тоже можно очень удачно вписать в интерьер. Нет никаких вопросов. Но есть простые решения, которыми я пользуюсь, и о которых я хотела рассказать вам в этом видео, беспроигрышные, да, это такая простая очень шпаргалка. Просто я хотела вам немножко облегчить жизнь в пряжном магазине, чтобы вы, по крайней мере, взяли точно то, что вам пригодится. Надеюсь, что видео было вам полезно. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какие цвета у вас в любимчиках, какие цвета вы точно покупаете всегда в магазине и как вы справляетесь с задачей заказа по интернету. Там-то тяжело уже определиться, может быть, вы по названиям смотрите, или вы смотрите в интернете по вещам, которые связаны именно из этих цветов. Интересно будет всем ваши лайфхаки. Большое спасибо, приятного вязания и будьте здоровы. Пока-пока.